Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, сегодня у нас череп зрячий. Я поставила туда камни, и так страшненько получилось. Ужасно. Я хотела, чтобы он прозрел и посмотрел на мир. Пусть даже такими каменными глазами. Невероятная вещь вышла. Но ничего, я надеюсь, что вас этот образ не пугает. Я решила продолжать сегодня тему загробного мира. Еще раз прошу вопросы задавать только под роликом «Мир мертвых» ваши вопросы. Мне даже пришлось другие ролики, где там вопросы написано, закрыть на время, чтобы и там не писали. Значит, «Мир мертвых», ваши вопросы где-то 7 месяцев назад снято. Вот там, пожалуйста, задавайте свои вопросы. В других местах я не увижу, не отвечу. И если, значит, я удалила ваш вопрос, значит, я ответила на ваш вопрос. Итак, начнем. Мы тут с Гисой сидим и отвечаем на вопросы. Да, Гиса? Гиса мне будет подсказывать. Так, здравствуйте, уважаемый Инга, спасибо, что делитесь знаниями. Так. Хотелось бы спросить у вас, если можно. Вы говорили, что когда мертвый смотрит на человека, то это плохо. Но когда человек сам смотрит на мертвого. В моей жизни на глазах умирал родной дедушка. В его последний час я держала его за руку, была рядом с ним. Мне казалось, что ему спокойнее, и он не боится. Когда он испустил последний вздох, его взгляд был устремлен вдаль. Он не был сфокусирован на чем-то. Но я его видела. Ну, ничего страшного, вы смотрели. Он же не повернулся, не посмотрел на вас. Вы смотрели, вы его проводили в последний путь. Это благородный поступок. Здесь ничего такого. Я когда-то работала в хосписе, добровольцем. Значит, бесплатно, волонтером. Я тоже очень много кого провожала в мир иной, держала за руку, разговаривала, успокаивала. Здесь ничего такого нет. Это, наоборот, это плюс в вашу копилку. Так. В втором случае, когда умерла моя собака, она умерла со мной на одной кровати ночью. Когда умерла, я тоже вольно-невольно долго смотрела ей в глаза и плакала. Даже пыталась закрыть их, но у меня не получилось. Может, это как-то повлияет на меня? Никак не повлияет. В отрицательном смысле не повлияет никак. Вы были рядом с любимыми созданиями, когда они уходили, давали им силу, чтобы они не боялись. Они были спокойны. Когда рядом родная душа, то даже смерть кажется праздником, знаете. Спокойно уходит человек. У нас такое выражение, я от бабушки часто слышала в детстве, что смерть вместе – это как праздник. Не знаю, почему она так говорила. Может быть, имела в виду, что никто не остается, никто не будет горевать, все вместе уходят. Смерть вместе как праздник. Вот так она говорила. Да. Нет, не бойтесь. Вы не сделали ничего плохого, вы просто наблюдали, смотрели, провожали. Тех, кого любили, провожали в вечность. И это, наоборот, вам плюс за человеческое отношение к смерти, к уходу, к последнему вздоху человека или живого существа, кошки, собаки, неважно. Так, дальше. Ирина. Кстати, спасибо ей большое. Очень многие видеоролики
собранные предсказания, которые, впрочем, сбываются, да, вы видите, как Калифорния горит. Несколько дней назад, когда я сказала, кое-кто меня облаял. Ну, даже назвала города и штаты. Калифорния, значит, не Лос-Анджелес, а Лас-Вегас. Ну, Лос-Анджелес и есть Калифорния. Там еще больше приходило, но я просто думаю, это настолько уже много информации, и этого достаточно более чем. Так, поехали. Здравствуйте, уважаемый Инга. Так, можно прокомментировать одну ситуацию, которая случилась со мной на кладбище. Я была на старинном кладбище, искала могилу для выполнения ритуала для всех. Это было зимой, уже начало темнеть, время около 16 часов. Когда проходила мимо, то не увидела из-за памятника, что там две женщины. Когда подошла вплотную, увидела такую картину. Две женщины стояли на коленях, оба были в платках, достаточно взрослые, за 50 лет. Одна держала свечу, склонив голову на коленях, а вторая тоже на коленях, значит, касалась фотографии. Гранатом наполовину чищенным что-то бормотала. На могилы были зажжены свечи. После выжимала на могилу гранат. Я наткнулась на них случайно. Если бы я увидела, я бы не подошла, но так получилось, что сам памятник закрыл их. Я его стала обходить, чтобы пройти. И когда обошла, когда я увидела, они увидели меня. И женщина, которая была с гранатом, сделала пальцами по губам, как бы молчи. Я быстро развернулась и поспешила уйти от этого места. Видимо, делали какой-то ритуал. Гранат, мне показалось, крайне очень красные, очень и свечи. Могила с памятником не новая. Но кто там не могла смотреть, быстро ушла, чтобы не мешать. Скажите, пожалуйста, что делали, если случайно помешало кому-то на кладбище, и могло ли повлиять это на ситуацию на меня? Нет, никак не могло повлиять. Эти женщины не профессиональные ведьмы. Видимо, кто-то им сказал пойти сделать, потому что ведьм очень непросто и очень практически невозможно вычислить, застать на кладбище. Когда ведьмы идут работать на кладбище, они всегда напускают морок. Их не видно. Их не видят люди. Мы не становимся невидимками. Просто нас не замечают. Вот был такой случай, когда на свадьбу, значит, пришла женщина. Раньше, в стародавние времена, возили с собой ведьму. Когда шли, например, выбирать невесту. Почему? Потому что на присутствующих насылался морок. Понимаете, тогда вот к ведьмам очень серьезно относились, верили в их силу, потому что не было столько шантропы. Там были реальные ведьмы. Они жили в селе. Если человек действительно не помогает, если человек обманывает, если человек не может. Почему я говорю, что доверьтесь тем людям, которые о себе много говорят. Вы знаете, где они живут, вы знаете их имя, вы знаете, кто они, вы знаете, что они. Не скрываются эти люди. Не выходят к вам на связь через каких-то секретарей, через каких-то там, не знаю, левых людей, понимаете. Напрямую можно с этим человеком связаться, можно написать, можно звонить и так далее. Почему? Потому что такой человек не обманет никогда. Вот смотрите, в селе живет женщина, она ведьма. Ей некуда и уйти с этого села, она не сможет взять и уйти. У нее хозяйство, у нее семья, дети. И если она настоящая, то только тогда она рискует принимать людей и помогать, потому что ей в этом селе жить. И вот поэтому знали, что это настоящие ведьмы. Они не скрывали себя и были очень востребованы. В те времена девушки не особо выходили из дома. Мало кто знал, как выглядит соседская дочь. Понимаете? И когда шли сватать, иногда подсовывали сестру,
показывали соседку, обманывали. Вот сваты пришли, они увидели, есть старинные фильмы, как обманом женили многих людей. Вот пришли, увидели, она понравилась, там подарили кольцо, все, значит, обручение произошло. А когда уже приходили забрать с свадьбой, выходила совершенно другая девушка. И во избежание скандала брали ее в жены. Да, всю жизнь ненавидели, там смертным боем били эту жену, но жили, никуда не денешься. Церковный брак, развода нельзя и так далее. И поэтому... А иногда девушки были совсем не красавицы. Бывали косые, кривые, хромые. И для того, чтобы выдать ее замуж, заранее ведьма начитывала морок на гостей. Она сидела просто, например, в другой комнате или в чулане, вот с открытым окном, и все время начитывала на них морок. И они не видели ее недостатков, и это реальность. Они, значит, отдавали кольцо, вот ее там обручение происходило, все. Потом приходили свадьбы забрать, и после свадьбы могли увидеть, что она хромая, что она не красавица далеко. Понимаете, вот такие вещи происходили. И чтобы их не обманули, они своих ведьм забирали с собой. И вот так сидели друг против друга. Одна шептала, морок наводила, другая этот морок снимала. И вот так вот такое вот противоборство шло между ведьмами. До такой степени доверяли им, и до такой степени они действительно это умели и делали. Сейчас, ну, как бы есть такие ведьмы, но их мало. Так вот. И доверяя свою судьбу ведьме, никто еще не прогадал. Потому что это женщина с очень большой вековой мудростью. Так вот. Я к тому, что если бы это были профессиональные ведьмы, никто бы не застал их за совершением обряда. Никто бы не увидел. Прежде чем идти что-то провести, наводят морок. Это красные свечи, гранат. Выжимает гранату, вот возьми кровь гранаты, пей, насыщайся, делай, как я говорю, делай, как я велю, прошу, заклинаю, как эти два мертвеца вместе лежат и никогда друг от друга никуда не уйдут и домой к себе не вернутся, как их сюда привели и захоронили, так на вечные века такой-то, такой-то вместе будут и никогда друг от друга не уйдут. Две подружки просто. Либо где-то прочитали, либо какая-то баба им сказала, что надо делать. Вот они пришли и начали заниматься фигней. Очень часто кладбищенские такие ритуалы, привороты могут привести к смерти того мужика, который привораживает. Так что будьте умнее, глуши. Так вот, насчет тех ведьм и противоборства этих ведьм. И вот так вот бывали, и я знаю такой случай, старый такой рассказ, когда точно так же привели, значит, женщину, и жених там смотрит на молодую, она очень понравилась. Но ведьма, которая там сидела, она сказала, смотри еще раз на нее внимательно. Она совсем не такая, какой кажется. И посмотри, кто рядом с ней стоит. И он просто ее в упор не видел, кто там рядом. Он говорит, она стоит, больше никого не вижу. И тогда она провела вот так ладонью, значит, по его лицу, начитала что-то, нашептала, открыла ему глаза, говорит, а теперь посмотри. И он просто посмотрел на нее, страшуля, страшная, кривая, косая девушка, а рядом стоит старуха в черном, стоит и в упор смотрит и шепчет на него что-то, понимаете? А он ее не видел, просто не видел. Вот настолько такое сильное мастерство и невероятно. А здесь сидят две клуши, возле могилы что-то начитывают, выжимают. Это не ведьмы. Это обычные бабы, которые пошли колдовать на свою голову, на свою пятую точку. Ничего тебе не будет от этого.
И с их ритуала тоже им ничего не будет. Это в лучшем случае, если ничего не получится у них, пусть они радуются. Ведьм застать на кладбище, ну просто... Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-нибудь там, например, случайно сфотографировал вот ведьм? Вот они там что-то делают. Ну, если только вот эти вот передачи для дураков, когда вот ведьмы там шабуш устроили, своих же. Ой, я один раз только смеялась, когда показывают по ночам странные люди что-то делают, начитывают, значит, костер горит, и видно, балдахины одеты, вот внизу, значит, ну, штаны, мужики какие-то. Может, свои же операторы просто надели на них для красоты. Ну, просто, ну для идиотов. Цирк, театр. И они вокруг ходят, начитали и кинули в огонь это, плюшевую мишку. Вашу мать. Вот, блин, я так хохотала, как Фрунзик. Я так хохотался. Ну вот что за хрень? Кому вы это пихаете? Показывают, значит, отрывки моей работы. Я же отказалась пойти к ним, ой, к этим журналюгам. Отрывки моей работы, призыв Ганеша. Черная магия, черные призывы, черных бесов. Вы вообще в своем уме? Поэтому я их не уважаю. Нет журналистики. Сейчас им позорить кого-либо ничего не стоит. Придумывать. Ни стыда, ни совести у них нету. Они просто знают, что по законодательству, если даже на них, например, суд подадут, там самые большие отсудят 1010, может быть, понимаете. И как бы им скажут, что удалите вот этот ролик. Ну и что? А этот ролик уже в народ пошел. Их главная цель – это сенсация любой ценой. Сломают они жизнь человека. У них, ну, нету порядочности у этих людей. Поэтому с ними связываться себе дороже. Вообще игнор. Потому что они для своей сенсации пойдут на все. Они добьют кого угодно. И вот это вот Мишку, когда кинули в огонь, вот я хохотался. Черный обряд черной магии для дураков. Вот это да, могут снять. Но чтобы настоящих ведьм сняли за процессом, да никогда в жизни никто не сможет их застукать просто. Вот начитывающий идешь, и тебя просто не видно, не слышно, не понимает, кто ты, что. Отворачивает людей. Понимаете, в это... Те мужики, которые с помощью приворота пошли под венец, орут, что не верят в магию. И не надо, чтобы они верили. Никому ничего доказывать не нужно. Я иногда говорю, дорогие мои, не надо никому ничего доказывать. Вот я могу, я знаю, есть Бог, есть магия, почему ты не веришь? Не надо никому ничего доказывать. Ты знаешь, и хорошо, значит, ты избранный, значит, ты тот человек, которому эти силы открылись. А зачем им знать? Пусть это стадо подчиняется твоей воле и верит, что магии никакой нету, никакие ведьмы, все это фигня. А ты скажи, да, конечно, я тоже не верю в это все ерунда. Нету никакой магии, не переживай. Как-то, да? Что вы, нет никакой магии, конечно. И пошла свечи зажигать в другой комнате. Нет, никакой магии, я вообще не верю в такую ерунду. Конечно. И тыкает этими булавками фотографию. Не верю я ни во что. Так же приятнее, когда не верят, что ты что-то можешь им сделать, но при этом страдают от того, что ты делаешь. Но не верят ни в какую. И ты говоришь еще масло в огонь. Не верь, это все херня, не существует никакой магии. Угу, конечно. Зачем доказывать? Доказывать не надо ничего. Так что, Ирина, ничего не будет. Никак не повлияет, и это были не ведьмы. Это приворотный заговор. Гранату выжимать, чтобы сок гранаты, как кровь, это я не гранату выжимаю, я, значит, разум твой выжимаю, я не сок гранаты отдаю мертвецу, я твою кровь отдаю, вот твоя кровь, твоя плоть, твоя жизнь в моей власти, ну, в общем, и так далее. Вот примерно вот это они делали. Сейчас дуры побегут гранаты покупать. Вот что-то я не подумала об этом. Не надо этого делать. Не трогайте могильную
магию, тем более для мужиков. Вы их искалечите. Я уже говорила и повторяюсь, единственное оправдание, единственный смысл, из-за чего надо делать приворот, это как месть. Отомстить. И то, когда вы далеко находитесь в другой стране, взять и отомстить. Это только в этом случае. Чтобы он потом с топорами за вами не гнался. Вот и все. А вернуть мужчину из-за приворота или приворотом, это, во-первых, не уважать себя ни капли. Во-вторых, это все время подделывать. В-третьих, это просто получить оболочку пустую, ревнивого, больного на всю голову, нищего, пьющего чмошника, лишь бы он был со мной. Но тело, когда женщина влюблена, у нее мозги отключаются. Она говорит, да я на все готова, мне все равно, да, я согласна, пусть так будет, лишь бы он был моим. Но когда он получает этот ад, когда он начинает ее дубасить, когда он проверяет все телефонные звонки, когда он за ней идет, когда он каждый божий день говорит, ты шалава, ты проститутка, ты гуляешь сутками, когда он не работает, когда он пьет, когда нету любви, когда нет ничего, когда ребенок рождается больной, потому что от приворота всегда ребенок рождается больной. И прочее, прочее. Потом они, ой, зачем мне это было надо, если бы я знала. Так тебе же, дури, сказали, что будет. Приворот абсолютно обнуляет жизнь мужчины. Привороженные мужчины долго не живут. Они превращаются в пьющих нищебродов, от которых отворачиваются все. Они станут сами не свои. Понимаете, что такое приворот? Это вселение духа внутрь человека. Вот вселяют демона внутрь человека, демоническую сущность. Все, и эта демоническая сущность его тянет, тащит к этой бабе. Это уже не он практически одержимый человек. Зачем вам больной нищеброд нужен, пьющий еще и к тому же? Из любого цветущего, лучшего там лидера, работающего, богатого мужика, если хотите сделать просто никого, значит, привораживайте его. Привораживайте и бегите куда-нибудь в другую страну. Потому что это, ну, все. Это вот как это зомби, который за вами бежит. Он вас ненавидит, но и без вас не может жить. Это, ну, в конце концов, жить с человеком, зная, что он с тобой только потому, что что-то начитала, мне кажется, унизительно. Я так считаю. Мне это нафиг не нужно. Ведьмы для себя никого никогда не привораживают. Им это не нужно. Если привораживают, только чтобы отомстить. Да, такое делала, отомстила. Сейчас жалею, думаю, да ну его к черту, зачем это надо было делать? Ну, тогда была молода, мне сделали больно, а я ему сделала больно. Пущай воет. Не знаю, где он, и неинтересно. Продолжаем. Так, уважаемый Инга, несколько лет назад ушел мой муж. Где-то за несколько месяцев болезни в больнице. Врачи так и не поняли причину. Последние 2 с лишним месяца до конца был без сознания. Внучке было 3 с небольшим года. Она очень долго спрашивала, как он там, почему его не вылечили. Просила волшебную палочку, чтобы его вернуть. И вот как-то среди ночи проснулся и говорит, мне дядя Витя написал, или дед Витя, наверное, скорее всего, что он здоров. Это значит, что он видел, как переживала внучка, и решил ее успокоить. Девочке не было еще 4 лет, читать не умела. А он ей написал. Я еще хочу спросить, что происходит с человеком, куда он уходит, не приходя в сознание. Значит, если человек не приходит в сознание, его душа висит между мирами. В этот момент всегда советует зайти родным и близким и уговаривать его вернуться в тело. Потому что там так хорошо, что они хотят уйти умереть. Они не хотят возвращаться. Они же не думают о том, что я умираю. Нет, они просто чувствуют легкость, чувствуют хорошо. Вот сколько раз я была между мирами, между жизнью и смертью, я бы ни за что не вернулась. Я возвращалась ради сына. Потому что понимаю, что я ему еще нужна. Понимаете? Не ради людей, не ради своей миссии, честно скажу. Настолько я устала от этой миссии. И я вообще считаю, что я столько сделала, что вот в любой момент, даже сейчас, если скажут, через 5 минут умрешь, мне не страшно. Потому что я столько уже оставила, что можно спокойно пойти помереть. Дело не в этом. Кстати, пока я с вами говорила,
пришло уведомление, что Тигран Кеосаян в ком упал. У него больное сердце, у него уже сколько раз это было. И вот вспомнили, да, мои слова, что в этом году, у кого больное сердце, будьте осторожны. Вот еще одно сбылось. Кстати, да. Так, пойдемте дальше. Посмотрим, что там дальше. Значит, да. Что бывает, когда вот как раз говорим, эта новость пришла. Что бывает, когда человек без сознания? Его душа в сознании. Это тело без сознания. Душа в сознании. Душа видит, что вы делаете, творите. Душа находится между мирами. Ждет своей участи. Так что если он без сознания ушел, ну, значит, не захотел вернуться. Или ему просто сказали, что будет с ним, с его телом, если он вернется. Многие, когда между мирами находятся, возвращаются, им говорят, они говорят, что, ну, кто-то старец или просто голос, ну, кому что пришло, показывали их, показывали родных и близких, и говорили, что ты можешь вернуться, но просто знай, что у тебя будет вот эта болезнь, там ты можешь хромать, или ты после этого проживешь всего 10 лет и так далее. И он согласился и вернулся. Но есть случаи, когда, например, душе человека говорят там, что если ты вернешься, ну, например, будешь в лежачем состоянии всю жизнь. Ты готов к такой жизни? И он не соглашается, не хочет вернуться в такое тело и уходит. Значит, объясняю для вас еще раз. Это для вас трагедия, смерть, для нас трагедия. Чувство потери. Мы смотрим на тело человека, он лежит в гробу, это близкий, родной человек, любимый, нам больно, мы плачем, но это не он. Это как вот вы приходите домой, снимаете куртку, там повесили или кинули куда-нибудь рабочую одежду. Вот это та самая рабочая одежда, это тот самый скафандр. Он снял свой земной образ и ушел. И то, что вы видите в гробу, это не он. Это изношенная одежда в этом мире, которую он скинул и ушел. Вы плачете по этой одежде, вы ее бережете, вы ее похоронили, ходите свечи, ставите памятники над этой одеждой и так далее. Конечно, человека надо помнить, но не привязывайте себя к могилам. Их там нет, они ушли. Так вот, бессознательно ушел, значит, ему сказали, что будет с ним, когда он вернется, какое будет у него тело, он не захотел вернуться. То, что Внучкин написал, это, скорее всего, видение. Может быть, он на стене так писал, играючи, что-то показал ребенку, что у меня все хорошо, или сердечки рисовал. Поэтому ребенок сказал, он написал, что у него все хорошо, что он здоров. Да, он пришел к ребенку, чтобы не переживал. А поскольку ребенок маленький, у него еще есть способность видеть. Маленькие дети их видят. Наверняка у вас, у кого дети, внуки, там вот вы положили, он играется с кем-то, гугукает, ручки тянет, улыбается, иногда хихикает, смеется и так далее. С кем-то играется. И этот кто-то веселый, хороший, добрый, он не злой, не страшный, рожи не строит, там, не знаю, когти не тянет, иначе бы ребенок испугался. А бывает, что ребенок пугается. Вот лежит, а потом раз, как начал там реветь в ужасе. И что случилось? Вот кого-то увидел, не может объяснить, потому что маленький. Вот я сейчас тоже буду реветь от ужаса, потому что в окне кое-кто торчит. Сволота. Видели, да? Я разговариваю про мертвых, про загробный мир и смотрю в окно. И он там смотрит на меня, потусторонний мир. Пойду я эту пушистую сволочь пущу домой и продолжим с вами.
Так, продолжим с вами. Здравствуйте. Многие люди берут долг, не возвращают. Долг дадут, они тоже не смогут вернуть. Кто-то день проходит, все уходит, там какие плюсы, минусы ждут. Вы больше вам нечего вот просто вот этой херней заниматься, вот такую ерунду писать, зная, что здесь вообще касается все потустороннего мира, мира мертвых. Причем здесь ваши долги. Что там кого ждет из-за долгов? Если человек делает подлые вещи, неважно, долги не возвращает, или кому-то делает гадость, там обязательно следует наказание, там обязательно его приведут не в самые высшие миры. Но при чем здесь долги? Это касается всех поступков. Здравствуйте, уважаемый Инга. Так. У меня 2 вопроса по теме мертвых. Рядом с могилой моего папы безымянная могила. Я за ней ухаживаю, ставлю цветы. Что вы об этом скажете? Я скажу, что свой вопрос надо писать более вежливо и достойно, а не на базаре. Чё ты скажешь про это? Это что вообще? Что за манера задавать вопрос? Что вы скажете насчет этого? В чем вопрос состоял? Вот я ставлю цветы рядом с могилой отца. Что вы скажете на это? Может быть, вам надо было спросить, можно ли так делать? Тут ничего такого нету. Или мне как бы это вернется, вот это добро, что я делаю для мертвой души. Тогда я могу ответить. Научитесь правильно задавать вопрос. Как цыганки на бал. Ну, что скажешь, моя золотая? Скажу, что это хороший поступок. Достойный поступок. Вы ухаживаете за могилой ушедшего. Иногда люди для того, чтобы отвести беду, идут на кладбище и ухаживают просто за заброшенной могилой. И через некоторое время беда отходит от их семьи, уходит, и начинает меняться все в лучшую сторону. Потому что все, что вы делаете для ушедшего, это в вашу копилку. Есть такая притча, когда один мужик идет по дороге с рынка, пошел там, продал корову или что, и возвращается радостный, полный карманы денег, с подарками к жене. И видит, что стоит гроб, и вокруг какие-то мужики бьют этого мертвеца. Он уже мертвый, они его пинают. Он подходит, начинает их ругать, мол, вам не стыдно, вы что делаете, что за кощунство? Они, да вот, помер, а долги свои нам не отдал. И он говорит, не трогайте этого человека, сколько он вам должен. Каждый назвал сумму. Он эти деньги раздает, потом зовет священника, значит, нанимает людей, этого человека в гробу уносят, хоронят, отпевают, и пошел дальше домой. Приходит жене, рассказывает, что все деньги отдал, вот похоронил человека. Жена говорит, и правильно сделал, будет нам благо за то, что ты ушедшего человека уважил, не оставил его в таком состоянии. Проходит время. С женой и ребенком возвращаются на повозке своей, на арбе домой. Проходит через лес, уже темнеет, и вдруг выходит из леса шайка разбойников, нападает на них, начинает грабить, давайте золото, деньги, все, что есть. И вдруг из кустов выходит человек, всадник на черном коне, и начинает сражаться с этими разбойниками. Настолько он силен, что эти разбойники не могут с ним справиться, и в ужасе отходят, и убегают в лес.
И он собирает все это награбленное, приносит, отдает ему, говорит, на, забирай, иди и будь осторожен. Через этот лес ночью не проходи. Уже отворачивается, уже чтобы ускакать оттуда. И этот человек, значит, подзывает его и говорит, мол, спасибо тебе, что ты нас спас, но кто ты, мил человек? Откуда ты появился? Он говорит, я хранитель того мертвеца, которого ты похоронил, и за него долги раздал. Ты сделал добро ему, а я делаю добро тебе. И уходит. Вот эту притчу я вам рассказываю, как, чтобы вы понимали, что если вы кому-то сделали добро, даже если этот человек это не оценил, живой он или мертвый, неважно, то тот хранитель, который с ним, он обязательно это оценит и вернет вам добром за добро, потому что он его охраняет, и все добрые дела, сделанные для него, записывает и запоминает и возвращает людям. Вот поэтому и говорят, от людей можешь не ждать добра, а вот от хранителей жди. Сегодня одна женщина очень подло себя повела. Но я не удивляюсь уже, если честно. Уже столько людей, вот реально спасенных мной, не побоюсь этого слова, и так подло люди себя ведут, омерзительно, что просто слов нет. Просто вот, когда им помощь нужна, когда дети в коме, когда дети в реанимации, помогите, умоляю, прошу, а потом исчезают. Исчезают, появляются опять, когда у них есть какая-то просьба, опять снова, и чувствуешь себя такой использованной. Читаешь переписку, просто, вот слов нет реально. Смерть отступает. Врачи удивляются. Они готовились уже и готовили родных и близких, что ее не будет. А она вернулась, с того света вернулась и живет. И мать даже не считает нужным вообще благодарить этого человека. Не видит в этом нужды. Как будто так и надо. Ну все, получила и ушли. Даже спасибо не говорят. И когда приходит второй раз за новой просьбой, ты спрашиваешь, а ваша дочь уже дома, все хорошо? Да, уже дома все выписали. И ты смотришь переписку, врачи не дают надежду, говорят, до утра может умереть, подготовьтесь. Ты думаешь, ну, женщина, человек, мать, ну, так и надо, да, вообще. Вот так и живем мы, так и нужно, значит, отвечать. Жизнь твоего ребенка, я вообще не понимаю этих людей, правда. Да плевать я хотела на ваши откупы и благодарности, ну хотя бы спасибо сказать. Я не знаю. Так спокойно воспринимают эти люди, как будто ничего такого и не произошло. Ну спасла, это же ее работа вроде бы, это же ее профессия. Киса. Ну она же ведьма, ну на то и ведьма, чтобы спасать. Мерзко. Поэтому и говорю, что я не жду от людей благодарность, но от их сил, от их хранителей обязательно приходит эта благодарность. И второй вопрос. Гисаня. Кш, ну мешаешь ты мне. Гис. Кш, кш. Так, я встала. Все, убежала. И второй вопрос насчет похорон. У нас принято близким целовать покойника в лоб перед закрытием крышки гроба. А мне, хороня близких, не хотелось. Родственники осуждают меня за это. Родственники пошли на 3 веселые. Киса, во-первых, ну, сейчас иду. Извиняюсь. Пушистая свинюша. Во-первых, я помню, когда моего деда в лоб целовали, все его дочери. Потом у них на лице сыпь появилась, потому что это труп. Это труп. И когда целуют труп, там может быть все что угодно. Это уже трупное разложение, это уже бактерии. Это, во-первых, если мы говорим о гигиене, мы говорим о, значит, всяких заразах. Далее, если это близкий человек,
Ну, захотел кто-то поцеловать на прощание. Больно, горестно на душе, да, понимаю. Но только близкий человек. Чужой человек не имеет права. Даже подружка там или кума не может этого делать. Только кровный родственник желательно. Или муж, или жена. Вот. Осуждают за это. Слушайте, почему вы так зависите от родственников? Иногда мне так напишут: ой, вы знаете, мой брат не разговаривает со мной, не общается, его жена не общается, вот есть какой-нибудь заговор, я не знаю, мне так нехорошо. Не общаются, да и пошли они куда не общаются, да плевать на них. Вы что, не можете без них жить? Вам 15 лет, вы от них зависите, они вас содержат. В чем дело вообще? Если со мной не общается кто-то, да хоть, блин, самый родной человек, все, до свидания, ты для меня не существуешь больше. Я не понимаю вас, осуждают. Осуждают, вы говорите: слушайте, значит так, вы поцеловали, я вас не осуждаю, я вас не учу жизни. Я не могу это делать. Все, закрыли разговор. Есть человек, который лук не ест, вытаскивает из блюд, вытаскивает отдельно лук, например, чеснок не любит есть. Надо осуждать его за это? Не хочу, не могу. Физически не переношу это. Вот не люблю я. Кто-то яйцо не любит. Не знаю, кто-то чай не любит, аллергия, кому-то кофе нельзя. Это то же самое. Если я чего-то не могу, я не должна себя пересилить и обязательно... Или там, например, я вообще не понимаю вот эти поцелуйчики. Да, если обнимаю человека, слегка касаясь щекой, все, это и есть поцелуй, это и есть приветствие. Я вообще не понимаю вот это вот брежневское «мой дорогой товарищ». Я не понимаю такие вещи. Я не люблю людей, которые хватают чужих детей и начинают слюнявить их. Я помню, когда Путина там бабка одна начала расцеловала. Я понимаю, да, это порыв, но ты понимаешь, что ты уже старая женщина, не очень-то приятно твои поцелуйчики. Немножко себя сдерживай. Понимаете? Нельзя вот как бы делать то, что другим хочется или надо. Разговаривать с человеком нужно не ближе, чем, то есть расстояние вытянутой руки. Если это человек, например, коллега, друг, товарищ. А иногда люди прям рот в рот разговаривают аж, ну неприятно. Нету абсолютно корректности или... А здесь труп лежит, ну не могу я целовать. Это не значит, что я его не любила или он мне не интересен. Но есть отталкивающие вещи, в конце концов. Иногда люди не приезжают на похороны. Знаете почему? Не хотят видеть его мертвым. Вот не хотят. Для них хочется, чтобы он остался в живых. Я не хочу видеть, что он ушел. Хотя я считаю, что это неправильно. Надо видеть, как ушел человек, завершить, поставить точку. Иначе ты живешь, ну, вот так вот, знаете, это не жизнь. Это в ожидании, а вдруг он живой, а вдруг он где-то есть. Не надо, заканчивай, поставь точку. Но есть люди, я понимаю их. Я не могу на похороны, не хочу. У нас дед, когда умер, там по традиции нужно вокруг него, значит, внуки. Все ходят по кругу. 3 круга надо делать вокруг него, значит, когда хоронят деда. Я не хотела идти, я не могу, я боялась. Я боялась его. Мне было ощущение, что он сейчас посмотрит на меня. Но я была ребенком. Не могу, блин, на меня толкают эти бабки. Надо идти, я не хочу. Я заплакала, пошла в другую комнату и начали. Вот, дети такие пошли, ничего не хотят делать. Да пошли вы в задницу. Я боюсь его, труп, блин. Я не хочу вокруг него ходить. Там ковер был, на котором он лежал. После этого бабушка моя этот ковер так хорошо постирала в белизне. Он стал вообще бесцветный. Уничтожила ковер. Ну, хорошо. И когда меня просили наверх подняться, там книгу какую-то принести, этот ковер лежал возле этих книжных полок. Я подходила и ногой отталкивала этот ковер. Вот так вот отталкивала в сторону, эту книгу забирала и выходила. И мне все время: что ты их толкаешь? Ну не бойся, ну становись. Не могу, я знаю, что он на нем лежал, понимаете? Вот и все. Есть вещи, которые твоя физиология сопротивляется. И пошли все далеко,
что так положено, так надо, а почему, вот осуждаем. Да чихать на их осуждение, чихать, вы взрослый человек, плевать. Если вас это напрягает, возьмите, поставьте их на место. Скажите, значит так, заткнулись все. Я не могу, мне это не нравится, я не способна, меня это отталкивает, я не хочу этого. Моя физиология, мое тело сопротивляется этому. Не хочу. Точка. Понимаете? Имейте мужество, в конце концов, не идти на поводу у всех. Почему родственники кого-то могут пилить, а в присутствии кого-то боятся? Все заткнувшись. Ой, она пришла, все тихо, не говорите ничего при ней. Почему? Потому что этот человек поставила себя так, что ее боятся. Боятся при ней рот открыть. А если вас осуждают, пилят, достают, клюют, значит, вы дали им возможность это делать. Значит, вы себя не поставили как надо. Значит, вы не показали, что у меня есть свое личное пространство, и не смейте сюда лезть вообще. Понимаете, это, приходит к этому постепенно. В более молодые годы могли позвонить мне там подружки или какие-то, даже не подружки, а просто коллеги по работе. Ой, мы здесь рядом, мы сейчас к тебе зайдем. Заходили, сидели часами. Мне это надо вообще? Нет. Они сидели, ха-ха, хихи, угощались. Ой, все, до свидания, пока. Им нужно было просто погулять, где-нибудь выпить. Они приходили ко мне, я ходила в магазин, их оставляла дома, выпивку приносила, хотя я не пью, вообще мне это не надо. И в конце концов мне это так уже задолбало, я думаю, да меня вообще за лохушку принимать. Мы сейчас придем, сядем, мы приедем. И один раз позвонили, мы сейчас к тебе зайдем. Я говорю, нет, не зайдете. Я хочу спать, я устала, мне вообще не до гулянок. Так мы недолго, а что? Я говорю, нет. Так они пришли, у них же это толстокожие, они пришли, позвонили в дверь. Я дверь не открыла, я просто говорю, кто там? Они, это мы. Я говорю, я же вам сказала, что я плохо себя чувствую, и я сплю. Так мы просто зайдем, посидим, мы там это. Я говорю, нет. Не зайдете, не посидите. Я хочу спать. До свидания. Все. Закрыла вторую дверь и пошла спать. Охренели, наверное. Не знаю, что там с ними случилось. Мне плевать. Перестали со мной разговаривать на работе. Да вообще. Трагедия великая. Я от вас не завишу, вы от меня. Все, пошли вон. Вы нашли дурочку. Придем, посидим у тебя. Я вас приглашала? Нет. Так зачем вы претесь ко мне? Поставьте себя... И при родственниках, и при друзьях, и в доме, и везде. Когда мне иногда пишут, мой ребенок меня не хочет слушаться, вот это. Я говорю, сколько ему лет? 14. За руку взяла и в комнату милиции, потащила и сказала, запишите, пожалуйста, и имейте в виду, если что случится, посадите, мне плевать на него. Пускай идет в детскую колонию. И вообще, между прочим, денег ты больше не получишь. И телефон сюда отдал, и компьютер тоже закрой, это не твой. Все, сам будешь зарабатывать теперь. Если ребенок так обнаглел, что тебе говорит, да пошла ты, когда хочу, тогда... 14 лет, сопляк, себя так ведет. Как он себя поведет 24 года тогда? Это вы виноваты. Ой, нельзя трогать, ой, нельзя обижать, ой, нельзя детей бить, ой, хорошо. Да что вы говорите-ка? Нельзя бить. Да, нельзя, никто не говорит, чтобы их убивали, но пощечину одну дать лишним не будет. Вы сами не ставите себя, как положено. Потом удивляйтесь, что над вами глумятся, издеваются, вас пилят, клюют или еще что-нибудь. Нет, и все. Не хочу и не буду целовать никого и в гробу. Мне это не нужно, я не хочу. Вы хотите, целуйте, делайте, что хотите. Я не буду. Точка. Вот и все. Да, на сегодня, наверное, достаточно. Друзья мои, продолжим, конечно, эту рубрику. И, пожалуйста, еще раз прошу и еще раз предупреждаю. Пишите ролик «Мир мертвых», ваши вопросы. 7 месяцев назад там на аватаре такие белые дяденьки, духи. В общем, вот там задайте, пожалуйста, вопрос. И больше нигде. Всем удачи!